Миграция с Кавказа в другие регионы России, поскольку в основном россиян волнует именно эта миграция, действительно масштабное явление. Почему люди уезжают? Люди уезжают, если им экономически некомфортно, то есть если у них какие-то есть экономические проблемы. И не секрет, что Кавказский регион — это регион молодой, если смотреть по демографическим каким-то показателям. Много молодежи, при этом большой процент безработицы, причем официальные цифры зашкаливают, действительно, официально безработных, нигде не числящихся людей очень много. Приехать в Москву и работать, даже если на стройке за 60, 80, 100 тысяч рублей в месяц, неизмеримо выгоднее, чем работать у себя, например, в селе, в горном селе, где учитель может получать 6-8 тысяч рублей, учитель с высшим образованием на полной ставке. И получается, помимо вот этих вот очевидных выгод миграции, людей может вытолкнуть, например, социальная неустроенность. В частности, Кавказский регион печально знаменит уровнем коррупции. Невозможно получить какие-то справки важные, невозможно оформить инвалидность без денег, невозможно, как правило, получить какую-то хорошую работу в каких-то очень престижных или ведомственных структурах. У меня, например, информанты многие рассказывали, что да, они довольны именно тем, что в другом регионе России они могут спокойно жить, не платить за медицинское обслуживание, обычное, простое, государственное, не платить за учебу детей. Дети лечатся и учатся совершенно бесплатно, и они получают работу спокойно. Хотя, с другой стороны, существуют другие препоны. Например, стеклянный потолок, так называемый, который есть у многих мигрантов с Кавказа, и это некоторая такая латентная, скажем так, или скрытая дискриминация, которая существует в некоторых регионах по отношению к выходцам из Северного Кавказа. Кавказ исторически раньше вошел в орбиту вот этого имперского влияния российского. Он находится ближе, чем регион Центральной Азии, ехать ближе до основных таких аттрактивных, важных миграционных центров. А какие у нас важные миграционные центры в стране? Это прежде всего московский регион, Москва, и шире, может быть, вот эта Центральная Россия, черноземная. Вот Белгород, Воронеж — это более привлекательные регионы, чем какой-нибудь депрессивная Псковская область. Да? Краснодарский край. Тут он совсем лежит под боком. Это тоже такой магнит миграционный. Санкт-Петербург и нефтегазовые районы Западной Сибири, например, Ханты-Мансийский автономный округ, туда очень большой поток миграции, и это один из двух округов, который не показывал убыль населения на протяжении всей постсоветской истории. То есть это, в общем-то, такой классический общероссийский миграционный магнит. Он связан, естественно, с разработками нефти и газа. Они начались в 1960-х годах, и, естественно, понадобились специалисты. А кто у нас специалисты? Специалисты из нефтяных отраслей, прежде всего. Развитые отрасли были в Баку и в Грозном. Собственно говоря, нефть в Сургутском районе найдена партией Фармана Салманова, азербайджанца. Забывать не стоит ни каких-то неустроенностей, ни восприятия азербайджанцев как иностранцев. То есть они по-другому входили в общество, адаптировались, получали какие-то возможности даже. И например, дагестанская миграция. Дагестан тоже очень активно сейчас выезжает в этот регион. То есть это уже как раз люди, которые туда приехали, они столкнулись с вот этим классической фразой «лицо кавказской национальности», плюс, соответственно, миграция из Северного Кавказа. Это миграция граждан России из одного региона в другой. У них нет проблемы с миграционными законодательствами. Вернее, не такие сильные проблемы с учетом. Регистрацию никто не отменял, и это добавляет каких-то сложностей. А центральноазиатская миграция — это все миграция иностранцев. Тем более у нас из года в год ужесточается миграционное законодательство. Оно даже не столько ужесточается напрямую, сколько ужесточается, косвенно удорожается
миграция, потому что вот эти все патенты, это все повышает стоимость миграции. Люди попадают в заведомо более сложные условия, и возможностей нарушить законодательство масса, то есть миграция становится более рискованным путем, соответственно, они менее защищены, им сложнее. Сейчас несколько чеченский фактор сместился в сторону Дагестана. Это связано с какими-то, не знаю, разными и объективными, и субъективными ситуациями. Дагестан появился, поскольку очень много терактов было из Дагестана, очень много радикальных движений экстремистских было зафиксировано в Дагестане. Контртеррористические операции постоянно шли в 2000-е годы. Естественно, СМИ радостно говорили, и в Дагестане всегда обижаются, почему никто не рассказывает о том, какие у нас прекрасные до сих пор ремесленники что-то делают, или как у нас замечательные люди занимаются скотоводством, или там еще что-то, как у нас, например, развивается живопись. Если вы не знали, Махачкала — это центр нефигуративной живописи вообще в регионе, и количество потрясающих художников, таких вот неклассических школ, оно там зашкаливает. Но об этом никто не говорит. Все говорят о том, в Махачкале взорвали то-то, произведена контртеррористическая операция, были уничтожены такие-то боевики и прочее, прочее. Естественно, это формирует общественное сознание, это дается в СМИ, и когда говорят «Дагестан», подразумевают террористическое место. Даже обидно, когда никто не говорит о кабардинцах, о черкесах или об адыгейцах. Но давайте вспомним, что, во-первых, в Дагестане живет 3 миллиона человек. В Махачкала официально 500 тысяч человек населения. Некоторые исследователи не гнушаются цифрами 700-800 и даже до миллиона, если взять вот большую Махачкалу. Это огромный город. И на Северном Кавказе нет ему равных. Владикавказ считается центром таким культурным и историческим Северного Кавказа. Там живет сколько? 300 тысяч человек. Нальчик — 300 тысяч человек. Грозный после войны, он был большим городом, после войны он обезлюдил, и сейчас он не может похвастаться. Поэтому это просто очень многонаселенный регион нашей страны, и поэтому миграция оттуда, она, естественно, более заметна. И плюс еще специфика экономическая и социальная этого региона очень хорошо и сильно выталкивает людей. Отходники из Дагестана выезжали массово. Это было связано с разными факторами. Например, чудовищный фактор малоземелья для горных районов и высокогорных особенно районов. Если, например, для какой-нибудь Северной Осетии или Ингушетии, Кабардино-Балкарии горы — это уже мемориальная история, там не так много живых сел, то в Дагестане живых сел в горах достаточно много. Он относительно других регионов Кавказа был в основном сельский. У горца настолько маленький надел земли, который он обрабатывает в горах, еще отвоевав его у природы, сделав террасы для того, чтобы была такая ровная и какая-то горизонтальная поверхность для обработки земли, и террасное земледелие — такой вот символ Дагестана, в общем-то. Там очень много таких участков. Так вот, была шутка, что горец, снимая свою бурку, кладет ее на свое поле, когда приходит его обрабатывать, и не может найти поле. Он ищет его, и только когда поднимает бурку, он понимает, что, бросив бурку, он закрыл весь свой надел. Вот конец 19 века такой исследователь Казубский, он проехал по Северному Кавказу, сделал обзор кустарных ремесел, и приехав в Дагестан, он, конечно, говорит, что если в других регионах 2, 3, 4 вида ремесла, то Дагестан — это просто кладезь ремесленного искусства. И, естественно, люди, которые занимались ремеслом, и целое село занимается гончарством, например, или лужением посуды медной, или какими-то выделкой еще чего-то, часть людей остается, и спрос на местах как-то удовлетворяет, а остальная часть уезжает в другие регионы, причем выезд был масштабен. Люди выезжали, естественно, по всему Кавказскому региону, по территории Османской империи, Персии, во внутренние районы России, и привозили, кстати, революционные идеи в дореволюционную эпоху, как раз все основные народовольцы или впоследствии эсеры, там, революционеры, они как раз, многие имели вот этот вот миграционный опыт.
тема идентичности, она для любого региона неоднозначна и неоднородна. С чем идентифицирует себя человек, как он себя воспринимает, через какие категории. И Дагестан в этом плане такой характерный пример вот этого смены разных идентичностей. Если мы вспомним первую перепись Российской империи, которая прошла в 1897 году, то там, например, не было никаких этнических факторов, потому что этническое еще не было выделено во главу угла. Там людей переписывали по языку, по лингвистическому принадлежности и по вероисповеданию. И для многих, для жителей Дагестана очень важно было то, что они мусульмане. То есть кто такой Шамиль? Это не просто военачальник, это имам, это религиозный деятель, это руководитель религиозного государства, которое он хотел создать. То есть фактически это была и прочитывалось в рамках мусульмане и неверные. Да? То есть война на Кавказе была объявлена газаватом, то есть джихадом, то, что мы сейчас называем. И перепись советская 1926 года, она также... Там уже появились этнические группы, но как раз они... Почему это дало очень большую дробную этническую картину, и это дало возможность, в свою очередь, в 90-е годы некоторым этническим активистам бороться за признание малых народов малыми народами, лингвистическая дробность стала этнической. То есть багвалинцы, чемалинцы, тиндинцы, андийцы, гадаберинцы — это, я говорю, названия, этнические названия, которые были выделены, и люди идентифицировали себя так. Дагестан очень пестрый, он состоял из ханств, феодальных государств, уцмийств, каких-то других государственных образований. Но также там, помимо вот этих феодальных образований, были еще и так называемые союзы вольных обществ. Либо одно село, либо несколько сел объединялись вот в такое вольное общество. До 2006, по-моему, года в Дагестане в постсоветский период не было президентства института, а был институт коллективного президентства. Существовал Госсовет, правительства. И председатель Госсовета, это 14 человек, председатель Госсовета был, скажем так, сменяемый, он был главой республики. Так вот, почему 14 человек в Госсовете? Это представители 14 титульных национальностей Дагестана. То есть этническое квотирование, оно играло роль в политике. В 2000-х годах вот эти вот этнические ресурсы исчерпывают себя по разным причинам. Потому что они отчасти ничего не дали ни политически, ни экономически, отчасти потому что вообще общий дискурс страны немножко с вот этого самоопределения «берите столько, сколько возможно» пошло на укрупнение. Мы стали все россиянами, а в Дагестане процесс стал, что мы не аварцы, не даргинцы, не легины, мы все дагестанцы, поскольку дагестанцы — это то же самое, что россияне, некоторый такой надэтнический конструкт. Но наряду с этим вот была еще другая идентичность, религиозная, что мы все мусульмане. И таким образом это объединяло регион с другими регионами мусульманскими, снимало этнические вопросы, а в некоторых моментах это стояло действительно очень остро. Например, если вы, там, например, девушка и юноша любят друг друга, и она аварка, он даргинец, это большая проблема для традиционной семьи одобрить такой брак. Если они переформулируют эту проблему в «я мусульманин, соблюдающий, а я соблюдающая мусульманка», то таким образом препоны снимаются, и вот эта вот возможность семьи легко для общества представимо. Демонизация Кавказа, которая начала происходить в 90-е годы во многом под воздействием и чеченских кампаний военных, и каких-то террористических актов, которые совершили выходцы из Кавказского региона, это сыграло свою негативную роль, и лицо кавказской национальности стало таким пугающим. С одной стороны, это военные конфликты, с другой стороны, это какие-то экономические практики, которые... так называемые торговцы из Азербайджана, которые по сообщениям просто СМИ вообще скупили все и вся. И вот эти зеленщики, которые продают кинзу на рынках, она не на самом деле просто
подпольные короли, хотя, естественно, среди них были подпольные короли, которые начинали с зелени, заканчивали большими рынками, а некоторые как на зелени были, так на зелени остались и живут себе достаточно скромно. С другой стороны, вот эта вот массовая волна миграции, экономической, социальной, то есть люди и бегут в том числе от насилия, и от неустроенности, и от коррупции. Их много появляется в центральном регионе, и их начинает замечать вот общество, вот эти вот знаменитые лезгинки, которые были на Манежной площади, и общество воспринимало это как некую застолбление территории, экспансии в городе. По-моему, в Ставропольском крае было запрещено танцевать лезгинку, просто это законодательно, запрещено танцевать лезгинку на улице. А потом казаки вышли в круг, поставили, значит, тоже какой-то источник музыки, по-моему, там была живая музыка, и танцевали казачьи танцы. То есть что это? Это символическая маркировка, это наша территория, вот мы здесь будем танцевать казачьи танцы. В сочетании с какими-то другими, то есть с законодательством, еще с какими-то конфликтами, с драками, этот танец опять становится не просто танцем. Какие еще там были претензии к Дагестану? Есть такое даже движение «Без посадки авто нет», которое объединяет молодежь в Дагестане. И был какой-то странный случай. Вот это люди из этого общества поехали в Сургут на 100 машинах, приорах, и их тут же держал на подъезде к городу ОМОН, положил всех лицом в пол, держал кого-то, побил. Местных жителей, которые вышли и, значит, против дагестанцев что-то говорили, тоже побили, правда. В общем, какой-то был кошмар. И вот участники этого конфликта, то есть СМИ вначале говорили, что дагестанцы едут захватывать город. А дагестанцы говорили, да у нас просто съезд любителей посаженных приор, и мы ехали чуть ли не в детский дом вручить детям подарки. Почему любовь приоре? Да дешевая машина, она и выглядит вроде ничего. Да и потому что дешевая. Если бы регион был хорош, то, наверное, ездили бы на фольксвагенах. Даже я знаю героев, которые едут на посаженных приорах в горы, где дороги такие, что прямо более русского региона сложно найти по качеству дорог. Но, тем не менее, некоторые смельчаки влезают на этих приорах, скребя брюхом в горные дороги, потому что понты превыше всего. Вообще показная культура потребления, культура демонстрации в данном случае мужчины, да, джигита, она вообще в регионе важна. То есть там, например, люди продавали последние деньги для того, чтобы купить хорошую черкеску, хороший кинжал. Это самопрезентация, и это было очень важно. И это не только касается, на самом деле, одежды или каких-то атрибутов, там, хороший конь или хорошая приора и прочее. В Дагестане, в селе уж точно, и в Махачкале тоже за тобой все смотрят. Любое твое движение будет доложено твоим старшим в село и обсуждено. Вот, к сожалению, такие печальные, известные события, которые называют убийство чести, да, хотя чести там нет, убивают девушку за неподобающее поведение или за подозрение в неподобающем поведении. Просто слухов достаточно для того, чтобы женщину убили. Ее же родственники. Это же тоже связано с коллективной репутацией. И вот люди, уезжая в миграцию, они выходят из-под этого давления, что, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, это и порождает некоторые негативные примеры. Например, молодые люди, приезжая в столицу, знают, что нет людей, которые контролируют их, и начинают вести себя, в общем-то, вольготно, то, что можно назвать неподобающе, там, может быть, кричать девушкам, улюлюкать, еще что-то, за что, опять же, не любят и не любили выходцев Северного Кавказа, когда они там «Эй, красавица!» там тра-ля-ля-ля-ля. Вот ты в Махачкале попробуй кому-нибудь крикнуть «Эй, красавица!» Она тут же наберет телефон, приедут 10 двоюродных братьев-красавицы и с тобой разберутся. Ты уже 10 раз думаешь, стоит ли вообще завязываться здесь, потому что общество, оно все контролирует. А в Москве, условно, ты понимаешь, что, может, и не приедет никто, можно расслабиться, никто не видит.